Всем чао-чао, меня зовут Эдуард Кичигин, я ландшафтный архитектор, пейзажист. Я покажу мой подход к моему типу практического скетчинга, как я его вижу и как мне кажется наиболее удобно с ним обращаться. Только про меня, если интересно, кто я, что я, чем я занимаюсь и почему про это все рассказываю. Как водится, одна небольшая история про скетчинг, про практический скетчинг, какая от него польза. Хорошая подруга, она прям большой профессионал, Екатерина Кольченко, и она на самом деле дала мне в руки перо. И вот рассказывала случай из ее практики. Сидит в кофейнике, и тут звонок. Звонит человек и говорит: вот у меня такая ситуация, и я не знаю, что мне делать. Там какая-то проблема с архитектурой домика. Вопрос: можешь ли ты что-нибудь предложить для того, чтобы эту ситуацию исправить? Ну, собственно, она говорит: окей, нет проблемы. Как я понимаю, там скинули фотографии этого домика, и она скетчем на бумажке, ручкой, тут же по кофейнике минут за 20 сделала идею предложения. Подумала, на бумажке нарисовала, сфоткала, клиенту отправила, рассказала, что она имеет в виду. Клиенту понравилась идея, окей, проект ее. Красный пример, как работает скетчинг. Что нужно для того, чтобы вся эта история заработала? Нужно, чтобы работал мозг и плюс-минус было понимание того, как можно обращаться с графикой. Причем в таком очень простом ключе, максимально быстром, максимально простом, ну и достаточно эффектном. Вот этому я и учу на своем канале. Как эта история отозвалась у меня и какие выводы я сделал, смотрите в конце видео. А сейчас покажу немножко из практической истории. Ходу чуть-чуть покажу мой стиль скетчинга, который я преподаю в России. Вот, например, один из разворотов моего скетчбука. Смотрит мои видосы, то мой скетчбук видели, а кто не смотрел, то смотрите в описании к видео и в комментариях, там плейлисты, можно посмотреть, как это все работает у ландшафтного архитектора в России и в Италии. Очень много показываю, рассказываю. Еще один пример, и, собственно, не буду долго затягивать, а сейчас прямо перейду к делу. Покажу мой скетчбук пока. Покажу, например, вот на таком простейшем примере. Это организация небольшого пространства и вынос вида в сторону, чтобы было все понятно. Про инструменты. Например, есть такая ручка. Это одноразовая ручка, перьевая. Смотрите. Тыдын. Пилотовские классные перьевые ручки. Да, у них на самом деле много классной продукции. Мне очень нравится. Вот такая. Но она одноразовая. Но это дико удобно. Покупаешь несколько штук, ходишь, засунул в карман и не паришься. Обратно, ну, в общем, часто использую. Вот это моя большая гранда история. Это перо. Перо, звездочка. И я даю по нему курс. В общем, сейчас видеокурс готовится. Это прям превосходная вещь. Мега стильное, мега крутое. Это советское еще перо. И ничего лучше я не нашел для рисования. Ну, может быть, вы чувствуете это по тону моего голоса, да. Если я использую перо, то я использую и тушь, баночка туши. Вот, они всегда идут вместе. Это макательное перо, я его макаю туда и рисую всякие там симпатичные линии. Использую вот такую штуку. Это тоже пилот, фирма японская. Вот это вот хорошая штука, и вот это хорошая штука. Вот я сейчас покажу. Это ручка для каллиграфии. Она тоже классная. Тип пишущего стержня. Можно писать углом, можно писать всей плоскостью. Очень удобно для моего типа скетчинга. Ну и обратно, чтобы не сохло. Вот еще одна из превосходных вещей — это линер. Линер Винсор Ньютон. Вы видите, он немножко грязный, потому что они часто работают вместе. Вот эту вот историю я ношу одновременно, и иногда бывает вот такая вот драматичная ситуация. Но он не становится от этого менее превосходным. Вот, например, вот такой пишущий стержень. Он удивительным образом чем-то напоминает штриховку пера. Вот я озадачен этим фактом. У других линеров я такого не нашел, а вот именно этот, он как-то перекликается с темой пера. Штрих пера и штрих линера или маркера — это вообще две разные истории, два разных мира. Но вот именно Винзор Ньютоновский, они перекликаются, они молодцы. В общем, закрою эту историю, отложу. Есть еще один инструмент, это аквабраш. Вот здесь вода, просто вода, да. И можно рисовать просто водой. Зачем это нужно?
такой. Я беру, например, вот эту вот ручку пилотовскую и делаю вот так. Например, я рисую какую-нибудь историю с деревом. Вот она у меня. Окей. Потом я приношу туда воду. Пу-бум. 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 Сразу же появился объем и атмосферность. Чуть грубовато, но для пары секунд отличный результат. Ну, скетчинг, да. Также фокус прокатывает и с вот этим, с историей Parallel Pen. Делаю вот такую вот историю. Прихожу туда с водой, но очень условно. Могу принести побольше чернил. Условное деревце опять же у меня готово. Окей. Чтобы была ясна самоштабность всей этой истории, рисую условно фигурку человечка. И вот самоштабность у меня понятна. Окей. Тыдын, тыдын. Готово. Это дорога. Когда эта история чуть-чуть подсохнет, я могу принести сюда, ну так же как здесь, например, интенсивные черные пятна. У меня получится благородное и красивое сочетание сепии и черного. Это симпатично. Максимально оптимизировать процесс, в общем-то, я научился в Италии, потому что там достаточно много практиковал в архитектурно-пейзажной студии Габриэле Филиппини и Ольги Москвиной, и нужно было работать очень быстро. Нужно было думать, предлагать идеи, варианты, тут же их показывать, чтобы не объяснять много слов делать, а показать один рисунок, к нему пару пояснений, иллюстраций, и вот что, например, я думаю об этом, что думает другой об этом. И это такая международная лингва. Потому что мультиязычная среда, там разные люди говорят на разных языках, и скетчинг становится таким универсальным инструментом для того, чтобы коммуницировать с людьми, с которыми у тебя нет общего языка, общей лингвы. Ну, мой английский не очень хороший, мой итальянский тоже очень нехороший, с этим большая проблема. Но вот эти ограничения научили меня выражать свои идеи, там, пейзажа, архитектуры, скетчингом, очень-очень простым и естественным способом. Он нужен не для точной подачи, не для каких-нибудь таких прям рисунков или презентаций, или визуализации, или еще что-нибудь. Он нужен для главного, что нужно для там, архитектора, ландшафтного архитектора, пейзажиста, ландшафтного дизайнера, показать его мысль, его идею по проекту. Сразу же поделиться этой идеей, чтобы с ней все было понятно, все было ясно. Детали можно отработать потом. Там придет рабочка, там придут рендеры, там придет вот вся эта большая история. А сама идея, то, что является продуктом ландшафтного архитектора, вот она идеально выражается скетчем и тут же сразу же просто вот на месте рядом с клиентом или когда вам это удобно. Сейчас, например, к этой идее, вот это небольшой домик, и у него там входная есть зона. Я думал, может быть, что можно сделать по-простому. В первую очередь, я думал, может, там могут быть поставлены кадочные. Вот здесь, скорее всего, будет такое некое террасирование. Я думал, что я могу с ним сделать, и как я могу это пространство осмыслить. Пока у меня нет хороших идей для того, чтобы осмыслить это пространство, пока идет ресерч, там, изучение ситуации и проработка вариантов, я рисую какие-то вот такие вот легкие скетчи, в которых может быть одна идея, вторая идея, третья идея. Я думаю, что в данной ситуации может быть симпатично, если с главного входа будет читаться вот здесь вот такая цитата «Лавочка в саду». Это было ясно, понятно, я сделал такую выноску. Смотрите, вот это наша ситуация в плане. Легко рисуется. Вот это наша ситуация, вид вот отсюда. Также легко рисуется. И все понятно. Я думаю, вот здесь стриженные кусты. Вот здесь стриженные кусты. Вот здесь какие-то растения, я еще буду думать, какие. И вот такая круговая лавочка. То, что она круговая, понятно. Вот отсюда. С этой идеей все ясно. Я хочу подумать про ритм посадок вот на этой подпорной стенке. Что я могу сделать? Могу, например, вынести этот вид сюда. Окей. И набросать его. Также не особо заботясь о том, чтобы рисовать ровно, рисовать тщательно. Думая только о том, чтобы рисовать более-менее понятно. Вот это моя история с лесенкой. Там в 3 ступени на полметра, на 45 сантиметров. Вот эта лесенка у меня на плане, например. Чуть исправить. И есть вот такие вот посадки, которые, я думал, могут здесь быть. Я попробую сделать, тут я нашел вертикальный, вернее,
ритм в плане, могу ли я посмотреть на этот ритм с фронт, с вид фронт. Я начинаю прикидывать вот такую вот историю. И эта история, в первую очередь, объемов. Как могут работать вот эти вот объемы? Я думаю, нужен какой-то вот такой, может быть, ритм. Допустим, он будет симметричный. Вот как я поступаю. Здесь будет лестница, здесь будет человек. Для понимания масштабности. Ну и, собственно, все. Почти все. В этой графике появился объем, но я могу чуть-чуть утрировать эту историю, если приду туда с водой. И чуть размою, сделаю воздушный, и как будто бы у меня фрагмент такой акварельности в моем рабочем скетчбуке. А тут дам немного ощущения земли и чуть-чуть ощущения тени. Вот так, симпатично. Там у меня с композицией будет работать вот этот вот главный вход в домик. Сейчас я намечу чуть-чуть. Вот такая история складывается. К ней еще тоже миллион вопросов, но это там такое первое видение. И оно выглядит эстетично и сделано на таких совершенно простых штуках. Теперь у нас тоже плюс-минус все понятно вот с этим видом. Как люди, сидящие на скамейке, будут видеть эту историю. Пу-бум, пу-бум. 2 минуты и все окей. На листочке выглядит так. Все это невероятно просто, ну и выглядит хорошо, если работать в определенном алгоритме, если понимать там некоторые закономерности и то, что до чего я дошел там, глядя на то, как работают европейские архитекторы и через огромный километраж практики, просто чудовищный километраж, как в спорте подход, ну есть результат. Поэтому простые вещи могут выглядеть эстетично. Лучше покажу еще мою, такую парадную графику. Это одна из графических работ. Как моя графика переходит из скетчевой истории, например, вот в такую, в листе формата А3. Тоже, мне кажется, довольно симпатично. Чтобы было понимание, что я не замыкаюсь в рамках таких прям супер простых рисунков. Все это легко получается, если очень много практиковать, поэтому я прямо вас сейчас призываю взять ручку, бумажку и все, что есть у вас из инструментов, и попробовать сделать какой-то простой эскиз. Ну и написать мне в комментах, как вы сделали, что-нибудь попробовали, получилось ли, практикуете ли. Я дал, можно использовать его, можно использовать любую вашу ситуацию, можно ли использовать там все, что угодно, все, что вам нравится. Во многом приносит радость, удовольствие и какое-то счастье от работы, потому что убирается такая на первичном этапе, там, где не нужна большое количество ненужной деятельности. Оставляется только самое главное, что приносит удовольствие там архитектору или пейзажисту. Это интеллектуальная деятельность, когда ты делаешь проект, делаешь идеи, выращиваешь его из мира, из себя, из своей культуры. Больше делаешь подходов, тем выше становится качество, тем легче становится, тем естественнее и воздушней, как будто бы идеи сами текут с пальцев, и мозг расслабляется, приходит в комфортное состояние, и вы можете с удовольствием заниматься своей работой. Не на надрыве, а на позитиве, да. Ютуба Эдуард Кичигин. И тут у меня огромный канал с огромным количеством рисунков и уроков по скетчингу бесплатных. Штуки — это ASMR видео, там я рисую, например, пером и тушью. И очень классно наблюдать за этим процессом, и можно слушать в наушниках, как шуршит перо по бумаге. Это такие потрясающие релаксирующие штуки. Ну и попутно в голову приходят паттерны, как это все делается. Покажу в интерьерном, например, скетчинге. Так это все выглядит. Понятный и стильный эскиз. Тип графики выглядит, в таком типографском режиме, как будто бы книги. В 2015 году рисовал.
тоже тренировки. Вот это вот тоже пример ландшафтного эскиза. Это рисовал, не помню какой вид, 15-й год, и даже в России я это делал. Ну, в общем, вот так моя графика из простой переходит в сложную. На глаза попалась Chiesa di Santa Anna. Это, по-моему, Сицилия, да. Вот здесь уже, ну, такая прям очень-очень-очень много графики. Я очень люблю этот подход. Он приносит настолько много удовольствия, что ты не можешь остановиться. Ну и, конечно, все облито итальянскими текстами. Это мои попытки учить итальянский язык, да. Например, орнаментальная история. Все так же очень хорошо работает. Вот. Все показываю. На самом деле моя задача зарядить вас на то, чтобы начать с простых штук, вот, которые я продемонстрировал, и гонять их как спортсмен, как человек, который подходит, например, и хочет подтянуться, и ему нужно подтянуться 50 раз. Но точно он сразу этого не сделает, если он не занимался спортом. Совершенно не проблема, если он будет делать это регулярно. Вот только в этом секрет. Берите правильную методику и делайте просто количество повторений, километраж. В работе пером такой же важен километраж, как, например, танцы, как вся эта история. Пишите мне в описании, в комментариях под видео, практикуете ли вы. Давайте, пишите, берите и делайте результат. Ну, собственно, вот. Это мой такой, ну, подход, сформированный в работе в международных командах. Вот то, что я рассказываю, и вот эта вот обоснованность моей информации. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А меня зовут Эдуард Кичигин. Смотрите в описании и в комментариях к видео очень много ссылок на всякие полезные плейлисты, где я рассказываю, как вот рисовать всякие такие штуки, которые, собственно, показываю. Поэтому берите их и гоняйте, смотрите мои видосы и делайте свои варианты. И мне пишите обратную связь, чтобы я не говорил в пустоту. Ну, просто пишите: о, я круто занимаюсь там по этим видосам, спасибо. Вот я буду видеть, что это все не бессмысленно происходит. Вот. И, пожалуйста, делитесь моими видосами. Мне кажется, это хорошая штука, и пускай она распространяется. Все, всем чао-чао, хорошего дня, пока.